Всем доброго времени суточек. Всех приветствую. Ну, сегодня давайте посмотрим такую хорошую тему. Давно ждали, да? Про негатив я вам делала. Надеюсь, все почистились, все помолились, все вымолили. Сегодня давайте мы посмотрим, какие бумеранги пошли или пойдут нашим врагам. Да? Два варианта у нас самых подробных и подсказочка на Таро арке архангелов-хранителей. Так, давайте я пока на Таро. Посмотрим, кто, что. Совушки, мои любимые. Как же красиво это звучит. Совушки. И дракончики. Дракончики у нас самые боевые, самые мудрые. Что же вашим врагам летит, да? Кто что? Сейчас мы посмотрим. Так, эту колоду уберу. Давайте подсказочка какая вам. Таро архангелов. Так, хочется по две положить. Чтобы вам прям так основательно. Сюда третью. А я не знаю почему. Третью хочется. Мне что-то так жарко. Такие энергии. Так, ой, ну давайте мы вот это вот. Кому не интересно, промотайте, пока я раскладываю. В принципе, два варианта, не знаю, тайм-коды сделаю. Ну, постараюсь сделать тайм-коды. Зато самые подробные варианты. Что к вам хорошего идет? Потому что бумеранчики, это говорит о том, что у кого-то что-то исполнится. Правда? Правда. Кто-то говорит сейчас кривда. Не знаю, кого-то считала, кто-то говорит кривда. Так, и вот это вот Таро радостное, тоже светлого провидца. У кого-то что перевернулось. Ой, у кого-то проблемы с финансами и с нехваткой чего-то. Это для двоих идет вот карта. И что-то вот это хочется еще. Ой, солнышко, представляете? То есть, я хотела сказать, улучшение в финансах. Или же, если это не финансы, это по-любому то, чего вам не хватало, да? Вот у кого-то может здоровье, у кого-то любовь. Но вот именно нехватка чего-то. Нищая карта, нищенство. Понимаете? Что-то прямо не хватало. Вот он ключик, кстати, его раньше не видела. Ключик прямо лежит. Замечательные карты. Вот, первоначально хотели сказать уже хорошим. Ну все. Давайте еще нам поподробнее расскажите. Совушки. Так, спасибо, что дождались. Неделю меня не было в эфире. Ну, я вот так вот снимаю. Зато постоянно, никуда не ухожу надолго. Так, что еще? А теперь мы будем снимать, что же им пошло, да? Если не пошло, у врагов же тоже могут защиты быть, да? Я не знаю, вот эти карты вылезли. Это для обоих. Как-то эти варианты связаны, что ли, я не знаю. Посмотрите, два. Тут врагам уже пошло марионетчество. Через какой-то портал они вам делали. И через этот же портал они куклы. Тут сразу говорят, что они куклы. Да что ж такое говорящие? Ладно. Все валится. Сейчас, подождите. Давайте поподробнее карты, а? Высшие силы, не шалите. Сегодня особый, наверное, такой. Энергия особая. Так. Давайте совушки. Что вашим врагам пошло? Или же их защиты защитили? Я думаю, вряд ли в этот великий день такое затмение защиты защитили. Так. Сейчас мы порадуемся. Наливайте себе кофеечек, чаечек, то что. И это очень приятно слушать. Да что ж ты тоже. Какой-то потомственный маг. Что-то получит. Да. Ну или тут еще идет... Ой. Если кто-то является потомственным магом, меня смотрят практики, то у вас идет улучшение, да. Почему-то птиц очень много, я сейчас обратила внимание. Кто-то именно вот общается с духами леса, идет именно с птичками. Вот ворон, от ворона получают, вот мне прям он сейчас сильно, прям вот я его вижу,
предсказания он получает. Именно у него вот это вот главная птица, это ворон. Вот как-то так. У кого-то улучшение способностей. Давайте на этой колоде посмотрим. Совушки, совушки. Так. И еще что-нибудь сейчас глянем. А давайте на этой колоде наша любимая. Здесь может свекруха, свинюха, может быть. Мне нравится эта тут карта. Но если действительно так, она по-любому выйдет. Если у кого-то родственники. И дракончики. Что тут? Какая ситуация? Тут вам 5. Почему-то драконам хочется ложить. Вот. У вас прям поток такой, ну, сильно открытый. А вот у совушек чуть-чуть подзакрытый. Чуть-чуть скрывает еще враги. Значит, это уже прямо вот такое ощущение. Прям уже пошло, и уже поток открытый. А это еще враги пытаются это закрывать, чтобы не узнали. Ну, мы же сейчас высветим, правильно? Правильно, да. Давайте мы сейчас... Так, дракончика подальше уберем. И сейчас совушку, сейчас я еще одну колоду уберу, чтобы они мне тут не мешали. Все, здравствуйте, мои совушки любименькие. Давайте смотреть, что там у вас. Сейчас подсказочки уберем. Это самое вкусненькое на потом. Хотя и сейчас тоже вкусненькое. Это все, что к вам идет. Так вот положу. Так, показывайте нам, кто что. Так, у вас тут император. Ух ты. Солнышко вашего хотел, ну вот там, что у вас тоже на солнышко все меняется. Все, что ваше хотел, то хрен ему. По дьяволу, с дьяволом работал, тут сразу видно. Темная магия. Ночью даже, в темное время суток, луна. Император работал. Хотел солнышко. Ну, конечно. Угу. Сейчас посмотрим, что у нас здесь. Ух ты, приворот ему пошел обратно. А вам привороты тут делались. Да ладно, пускай так. Но все равно тут рукой прикрыла. Вот ты, ну ты. Сама порча, сама с глаз ему назад пошла. Порча на душу. Вот, делали там. Или вам, или кому-то. Это ж ему пошло от всех его врагов, не только от вас, да? Все, что он счищал, все ему назад и пошло. Тут вот это вот. Вот. Или тут еще, знаете, что может быть? Тут порча на чистку. Кто-то, может быть, переговаривал, кому вы обращались, или сами, да, молились, чтобы враг не смог чиститься, почиститься. Вот такая порча на нем лежит. И чтоб он примерно еще и сам себя сглазил. Замечательно. Смотрим дальше. Так, ого. Вот она, порча насмерть. Молодцы, была же порча насмерть. Счистили, девочки. Перекопову, порча кладбищенской, перекоп на могиле, обратно пошел. Вот так пошел. И делал это мастер-рунолог, рунологу этому мастеру, и пошло. Кладбищенский перекоп на могиле. О, замечательно. Ну, вам же сделали, вы отправили, радуйтесь, пляшите. Венец безбрачия еще. Не зря я вам делала там этот коротенький шортс, кто смотрел. Молодцы, хорошо постарались. Венец безбрачия. Буквально недавно я делала. Вот. Иногда буду такие коротенькие делать, когда я чувствую, что вот именно сейчас надо. Смотрите, коротенькие. Да, это из моих видео, но, может быть, вы смотрели один вариант, да, я сделаю другой, но я интуитивно буду. Я вот просто беру, проматываю, и вот то, что вот само по себе получается. Я сильно много на это... Вот. Так что я поняла, что иногда полезно делать эти шортс, чтобы вам понять... О, все перевернуто. И тут меня что-то куда-то уносит. Да нет у них победы. Представляете? Они хотели почиститься с помощью воды, да? Вот она, вода. А тут не получилось. В перевернутом виде. Не получилось. Заикариться еще хотели с помощью воды к вам. Вообще полностью присосаться к вам, флюгер настроить к вам, да? Чтобы потом скачать с вас, да? Много-много чего. И вот эта порча, это жук-скоробей. Это полная победа вообще.
во всем перевернутом виде. Представляете? Все, вы победили. Вот. В данный момент пока так. Вода мне помогла. Давайте еще посмотрим. Интересненько. Вот на такой колоде Индиго. Она нам все подробно. Вот, представляете, я мешаю император. Как хорошо, когда все на любой колоде, когда не... Видите, поток идет, император, император у нас. Вот так. Ну, давайте посмотрим, что ты император. Давайте мы эти карты уберем, чтобы вам было интересно только на одной колоде смотреть будем. Вот он, наш главный император. Так, это мы все убираем. И смотрим. Ну, ты один, вот мне интересно. Ты же по-любому с кем-то работаешь. Там рунолог вышел. Это он или обращался к рунологу, или же он сам является им. Ух ты, перемены он хотел с помощью Анубиса. Нищету вам делали. Значит, карта для вас. У вас улучшение финансов будет. Нищета. С помощью Люцифера и Анубиса делали. Ну ничего себе. Ну, конечно, если позже насмерть, да? Типа вас не будет, и у него все блага к вам пойдут. Ну, сейчас. Так, и что? Война чужими руками. Наслоение деструктива. Так вот видно. Сейчас посмотрю. Ага. Наслоение деструктива. Заплатили очень большие деньги в прошлый раз. Вот ночью работали. Или на каких-то лунных циклах. Да, делали вам настроение деструктива. Так расскажите, что пошло. Но нищета однозначно ему пошла назад. Ой, это знакомые с интернета. А, он пошел к знакомым с интернета. Хотел победить встреча. Вот он, ваш бабник. Вот он. Смотрите, кстати, предыдущий расклад на другом канале «Истина Оракула». Кто не смотрел, если на вас магия. Там прям точно идет бабник, император тоже. Что он вам делал, тоже там можете посмотреть. Ну, кажется, где-то первый, второй вариант. Не помню. Так, и вот он хотел, чтобы встреча с победой была, да? Вот, то же самое там было. На косметику вам делал. То есть он пошел к кому-то рунологу, кому-то знакомому с интернета. Вот. Но здесь говорится, что к нему вернулось, да? Мы же гадаем на это. Порча на косметику. Это порча на красоту, да? Потом какие-то родовые кармические отработки. И печать краха на него легла. Даже если он типа делал причинение добра, это может быть подношения какие-то делали, все равно. Печать краха. Эти подношения не взяли. Что еще? Возмездие. Ну, это как бы ваше возмездие получилось. Это у вас сыграло самолюбие. Вы этот подчин обратно-назад послали. Ну вот, в другие миры. Почистились хорошо. Вольт обратно пошел. И отзеркалили всю. Одержимость, кстати, я ж делала короткий шорт, там тоже одержимость была. Вот. Одержимость, сумасшествие, все вы отзеркалили. У вас уже чистая голова. Кто не чувствует, ясный ум, идет еще такое выражение. Кто не чувствует, тот в скором времени вот полегчает вам. Главное, чтобы еще ничего не накинули. Но пока что, вот на данный момент, радуйтесь, все хорошо. То есть весь подчин вы убрали, полностью почистили. Что туда еще идет? Практик. Ух ты, ну у вас кровники. Кровники. Но если бывшенький у вас есть ребенок, то понятно, что нам кровник по ребенку, да? Вот. Если у кого-то кто-то другой, на самом деле может быть и брат, и кто угодно. Пока что тут любовного плана, тут ничего такого. Нет, но приворот. Но приворот может быть разным, понимаете? Может быть любовный приворот, может приворот на финансы, приворот на все что угодно. Эта карта обширная, да? Это в личном раскладе-то мы можем узнать, на что приворот и как. А так тут общее все. Поэтому сильно так вот не притягивается. Тут кровники, понимаете, пошли к практику.
Сильные сплетни разводят, что они вам там мороков наделали, да. Но тут вот назад, у них сейчас пробитые защиты. Также они хотели выйти с помощью замедления времени, у вас замедлить время, да, и родовую силу, естественно, у вас забрать, потому что кровники. Так что здесь у кого-то может быть и брат, просто он бабником таким является. Чтобы вы знали, у кого может быть 5 братьев, кто из них самый бабник, да, вот для мужчин, для женщин, может быть брат. Вообще спокойно. А может быть дядя, у кого-то бывшенький, конечно. Кровник какой-то. Вот. Сейчас вы родовую силу свою вернули, у него пробил защиты, замедление времени, мороки. Все это назад, все это возвратилось. Показали все это. Так, что еще ему? Все его метки, печати, закрепы, подписи. Все его воровство туда вернулось. Ух ты, ему сон об этом будет. Или вам будет сон. Что все, отворот. То есть ты не можешь присосаться к этому человеку. Или же вам на днях был, или сегодня будет такой день сон, что все замечательно, кроме моего гадания. Вот, у кого будет подтверждение, у кого-то, да? Что пошел откат. И причем пошел откат с помощью, вот кто-то работал, может кто-то молился. Знаете, что Бог Яр Сварог вам помог. Огненные стихии вам помогли, да? Вот. И с помощью этого вы взлетели. А у него зомбирование какое-то. Что-то у него именно с головой, зомбир какой-то. Он сейчас будет долго в замедленном времени блуждать. Вот одержимость, зомбирование. Что-то не так у него с головушкой будет. Так, что еще? Ой, злится очень враг. Вы представляете, какая злость, что очиститься не может. Что он не мог, смотрите сейчас. Главное, поближе вам. Злится, что чужой переклад родовой отработки переложить не может. Очищение просит уже не может. Да, как вам плохо было. Конечно, очищение он просит. Вот пусть побудет, как сказать, как у вас. Так. Тут, говорю, порча на фотографии было. Влияние третьих лиц. Он же ездил знакомым с интернета. Вот. И причем они были ему... То есть он сам кровник является. Еще может указание на кровников, что он обращался к кровникам. Понимаете? Еще вот так может быть. Там, например, у него бабушка, дедушка, да. Там то же самое, свекровь, да. Пошел к мамочке своей, пожаловался. Вот и он вам так сделал. А может, он даже и не знает, кстати. Не знаю, у меня вот так пошло. Есть у кого-то мужики, бывшенькие или братья, которые не знали об этом. Они просто приходили, мамочке жаловались, а мамочка являлась именно там знахаркой, ну, которая умела заниматься магией. И она шла, а он знать не знал. Может быть и так. Ну, он так примерно знал, чем-то она там занимается, что-то там раскладывает, но особо не вникал. Вот какой-то процент точно будет. Мне так пошло. Потому что может быть и такое, не знаю. Мне почему-то идет, что у некоторых он неплохой. Но это, говорю, 2% только проиграется. Что вот многие пишут, что вот он не виноват, на нем магия. Вот такое может произойти, что, ну, вот бабник, да, в этом плане, ну, это тоже может быть магия, чтобы он был бабником. Чтобы он изменял, чтобы туда-сюда. У кого-то тоже. У кого-то прямо плохой, а у кого-то именно он не виноват. Просто маме пожаловался, и мама таким образом наделывала и на него, и на вас. Тут неадекватность вернулась. То есть тут у него или у мамаши какая-то неадекватность. Поэтому вам постоянно скидывают. Они постоянно за вами наблюдают. Постоянно разведку какую-то делают. Также им вернулось недоверие. Недоверие высших сил. Это раз у меня еще идет. Что у меня еще идет? У меня идет, что это... Ой, вот только появилось, исчезло. Они делали... Сейчас вспомню, что я хотела сказать. Тут две ситуации. У кого-то будет, что они делали... То есть вам не доверяли, понимаете? Например, вы невестка, вам не доверяет. Или же если это брат, да, вы сестра или брат. И
вам не доверяет там ваша мама, к примеру, а он тогда получается, что ездил там каким-то другим кровникам, да, дядям, тетям, каким-то прабабкам. Ну, то есть, смотрите сами, тут по родственникам очень много будет вариаций. Очень много. Ну, он бабник. Но еще последнее, я чувствую, что надо вам еще что-то сказать. Ух ты! Вот это вот, что они на перекрестке делали вам какую-то порчу на Вуду, да? Кармические долги скидывали. И тут плодородие, на ваше плодородие вообще во всем. Тут, может быть, просматривается как и деторождение, да, а может просматриваться. Тут карта другая, чтобы у вас, вот, например, в ресурсах, здоровье, финансах, то есть все ваше родовое стягивали вообще, вот воровство родовой ветви. Закрыть у вас банку, вот это ему вот все возвращается, все кармические долги, все родовые, то есть кто-то хорошо поработал, вы молодцы. Не судьба ему залезть в вашу родовую ветвь. Полная заморозка. Вот. Хорошие карты, замечательные. Еще одну карту хочу, какую-то центральную. Что-то мне идет вот одну центральную. Ух ты! Вот про что указание. Вы молодцы. Сейчас скажу, о чем речь. Карту положу. В принципе, сюда положу поближе. Вы молодцы. Вы добились того, чтобы он не смог сбросить порчу на фамильяров. То есть они же все в отводах сидят, туда-сюда, большинство. Не смогли в этот раз. Все вернулось. Вы молодцы. Я вас поздравляю. Счастья, радости желаю, как говорится. Вот. Ну, у кого-то какой-то праздник, я чувствую, на носу, кстати. Вы именно это под какой-то праздник сделали. Я не знаю, какой-то юбилей или что-то такое вот. Вам вот у кого-то сейчас какое-то будет вот празднование там. Как-то так, вы молодцы. Давайте посмотрим, что хорошего к вам идет. Может, даже, я не знаю, может, о беременности услышать. Мне почему-то идет, что я все время говорю, но вот сейчас я чувствую, что вот кто-то точно узнал, что новость о беременности будет. То есть у кого-то это уже случилось. Напишите, пожалуйста, вот реально интересно. Вот я прямо это чувствую. Или же рождение ребенка, вот что-то такое. Ждали, и вот прямо что-то обязательно у вас случится в этот раз. У вас не заберут в этот раз. Ух ты, король жезлов. Ну, вам тут показывают, что какое счастье для вас. Понимаете, вот этот король жезлов, с которым вы боролись, вот так вот сражались. Ну, кто, приблизьте. Вот. От которого вы плакали, от которого вы болели, в расстроенных чувствах были. Ну, вот девятка мечей. Тут больше прям болезни даже какие-то. Он на ожидании теперь, этот король, находится. Вот. На ожидании, то есть, смотрите, не сможет ничего на вас сделать. А вот я говорила второй случай, если вот он в принципе хороший, на нем была просто магия, то магия с него свалится, кстати. Вы на днях прям увидите, что он как-то поменялся. Неожиданно. Вот как-то так будет. И то, что вы вкладывались, потому что семерка пентаклей, это когда вы вкладывались в человека, да? Вкладывали, верили в этого человека. Если вдруг хорош, но это два варианта, то вот это вложение сейчас вам окупится сторицей. Вот, это для вас счастьем. Почему показали на картах Таро. Так, что еще здесь? Значит, наоборот, вот эти не хочу, наоборот. Эти в прямом виде будут. Ух ты. Ну, тут то же самое. Представляете, на какой колоде? Вот эти все змеи подколодные, которые вам вредили. Ну, тут почему-то императора показали, да? Ну, змея это может быть вот с этой тещенькой, свекровью. Может, по ней ударит. Ну, короче, враги, недруги, вы получите письмо. Узнаете о том, что им крышка. Все, что выражения, которые идут, это все от вас у меня идет. Все там с высокого полета. Вот я так не общаюсь. Вот эти все словечки. И вы
узнаете об этом, вот птички, вот эти новости, вот, во-первых, письмо вам может кто-то написать, может, по WhatsApp, да, кому-то по WhatsApp напишут, кому-то, а кому-то просто сплетни дойдут. Вот 4 птички, родственники расскажут, что у этого человека, ну, который вот плохой, что все, да? Как-то вы узнаете об этом. Но если вдруг тот, который хороший, то значит, возможно, знаете, почему письмо? Может быть, вы как-то узнаете, там, например, он устроится на работу или что-то, у него какие-то улучшения у этого мужчины будут. Вот смотрите, правильно я говорю или нет? Давайте сейчас на какой колоде? Давайте на вот этой. У мужчины, тот, который хороший, на нем была магия, вот то, что он вам причинял, это не он. У него будут улучшения, у него что-то новое идет. Паш кубков. Кстати, Паш кубков это может быть и ребенок. Может быть, у вас с ним, я не зря говорю, кто-то узнает. Если смотрит молодой, если смотрите уже, ну, как бабушка, да, может быть, вы гадаете на дочку, да, на сына. Паш кубков. То ли ребенок скоро будет, то ли что-то новое. Новая работа. Я же говорю, что-то новое. Но смотрите, что-то новое. Ух ты. Новая императрица, может быть. Кстати, новая женщина, с которой очень хорошая императрица. Это статусная. Она и сама зарабатывать может. И императрица с ребенком, кстати, может еще быть так. Если вы гадаете на сынулю, идет... То есть у нее уже есть ребенок. У кого-то будет, а у кого-то есть уже ребенок. Понимаете, вы видите, она уже держит. Или вы узнаете новость, она уже беременна. То есть у вашего сына есть женщина, которую вы не знаете или знаете. Ну вот вы узнаете как-то так. Ну что-то новое. Понимаете, у вас много, у каждого свое новое. Так, если у меня девочки смотрят, понятно, что большинство девочек, но мальчики тоже смотрят. Тут говорится о том, так, но я спрашивала вообще-то про мужчину, что тут говорится, что новое у него идет, да, и он вас будет ценить как императрицу уже. Он не будет вас обижать. То есть, если все-таки вы сняли эту магию полностью, то он вас будет уже ценить как императрицу. Ну, пока так стоит, не знаю, дальше расклады смотрите. То есть вы для него теперь будете любима. Ну, у него глаза откроются, короче, я понимаю. Магия. Вас потихоньку это, конечно, это ж не сразу будет там. Хоп, цветочек принесет. С чего это ты, с какого перепуга 10 лет цветочки не дарил? К примеру. Потому что, как правило, люди страдают в браках. Очень многое количество терпят. И вот как-то так. Так, что здесь вам хорошего идет? Ух ты, туз Рафаила. А это любовь идет. И рыцаря Риила. Смотрите, кому-то улучшение любви, если все-таки это была магия на мужчине, да, это туз Рафаила, это максимальное количество любви. А кто-то встретит новенького. Вот рыцарь к вам какой-то спешит, рыцарь. Ну, такой, не скоро это будет, он такой потихонечку, помаленечку, такой вот рыцарь. Не сразу. Ой, новые позитивные эмоциональные переживания, счастливые романтические отношения, глубокое духовное познание. Вот что к вам спешит, представляете? А тут, давайте прочитаем. Вам еще много нужно сделать. Составьте очень подробный план. За вами кто-то наблюдает. То есть это, кстати, может быть, говорит о тайном воздыхателе. Вот как-то так, солнышки мои. Давайте наверх. Желаю вам любви, счастья. Ну, если это брат, кстати, ну, тут совсем другие какие-то идут. Если это кто-то из родственников брат, то у вас, во-первых, финансы пойдут, у вас что-то с работой будет. То есть вот вы узнаете улучшение на работе, вот. Но не такое, как прям взрыв, а потихонечку, помаленечку, там, может быть, там прибавить как зарплате сначала небольшая, потом что-то еще. Любовь это идет большое наполнение. Еще туз кубков, если это не любовь, еще другой вариант. Это наполнение ваших ресурсов. Да? И пентаклевый рыцарь говорит именно
материальные какие-то блага, да, финансов. Пойдет наполнение, это чаша, кубок такой большой. Понимаете? Вот в этом плане. Так, 30 минут. Ну, в принципе, подробно все рассмотрели. Молодцы мы. Мы переходим к другому варианту. Ставьте лайки, кстати, пишите комментарии. Все время забываю. Делитесь, как у вас что. Плюсик просто поставьте. Не забывайте про продвижение канала. Так как я, в принципе, почти с нуля начинаю. У меня был канал. Было много комментариев, было много чего. Ну вот сейчас так. Плюсик поставьте, если просто стесняете. И он будет продвигаться. Много людей хотят узнать эту новость. Я ж не для себя. Так, давайте посмотрим, что у нас у дракончиков. Здравствуйте, здравствуйте, мои любимые дракончики. Сейчас посмотрим, что у вас. В принципе, в первом варианте все так классно было. Замечательно прям. Там новая любовь. Посмотрите, если... Сейчас посмотрим, с чем у вас связано. Если на тему любви, то и первый можете посмотреть вариант. Так. Давайте рассказывайте уже. Давайте, у вас красных. Ну да, у вас что-то, да, будет что-то. О, марионетчество, так по поводу вас было. Помните, в самом начале вышла карта для всех. Ух ты, семейная. Порча на семейное счастье идет. И у вас тут практик. Что-то кармическое идет. Он теперь марионетка высших сил. Вся карма, которую он вам типа пытался скинуть, вся на нем. В семье у него теперь раздор. Ух ты. Ну вообще замечательно. Это что это? Ангел, защита ангела-хранителя у него есть? Да? Ну-ка, подождите, посмотрим. Тут потомственный маг, практик, вот видите. А у него сейчас защита отсутствует. А, ну тут вот о чем. Просто бывает по-разному показывает. Если первая карта защитная выходит, значит ничего на него не легло. Но тут по-другому идет. У него не так идет. У него был защита очень хорошая была ангела-хранителя. Вот. Но теперь у него отсутствует. Вы сняли как-то его эту защиту. И его некромантию вернули назад. Кстати, помните шортс? Я не знаю, на каком канале. Смотрите, подписывайтесь на оба. Для меня это один большой общий канал. Там я шорт снимала, что некромантия на вас, кладбище, все такое прочее. Вот, молодцы. Вы этому потомственному магу защиты сняли. И карму все наваяли. Так, тут у вас кто тут? Лиса, которая притворяется ягненком. То есть ее вскрыли. Теперь ягненок перевернутый. Теперь люди узнают, раз он практик. Тут вот это его пророчество. Ну-ка, тут надо чуть-чуть карт доложить. Так, где моя колода? Что-то я ее не вижу. Куда она спряталась? Ай. Не вижу, значит, давайте на этой колоде. Обычно так идет. Значит, не... Ох, карта сама вышла. Всадник тут бежит. Сейчас подойдите. То есть тут идет, что это хитрая лиса. Ее хитрость скрылась. То, что она ягненком притворялась, скрылась. Она теперь не может ни котлы варить, ну, работы свои делать. Может быть, действительно котлы, травы варят. По менталу работать не может. Но она всем говорит, что я пророк, ворон, это я предсказываю, я все умею, до сих пор продолжает врать. Но люди уже поняли. Тут какая-то коса пришла. Выкосили. Тут всадник о чем? Так, вам говорят на этих картах гадать. Давайте на этих картах, значит. Так, что вот это вот преодоление ее, которое... Почему-то я говорю ее. Это же может быть и он. Ну, пока лиса идет. А лиса тоже может. Он и она. Ну, какая-то часть женской энергетики, значит, я считала. Так, подождите. Не переворачивайтесь. Сейчас все расскажу. Карты прям спешат вам что-то рассказать. То, что она вас преодолевала по поводу каких-то знаний, что-то она там узнала, как вас там победить, на распутье теперь она не знает. Она вообще в шоке, такое ощущение. Это пришло неожиданно. Прям вот коса говорит, что просто вот как молния вот по воздуху.
Так, что пришло? Расскажите. Ну, уже пришло. Я же говорила в самом начале, что там еще как бы на подходе, а здесь уже пришло. Уже хочет снять разбитое сердце. Он же хозяин леса, ваш враг. Ему что-то по судьбе прям пришло, легло. Может быть, вам делали... Ой, Господи, как это называется в потоке? Ну, влияли на вашу судьбу, меняли судьбу. Вот так вам делали. Вот ты, ну ты. Ну-то. Тут императрица перевернутая под непроглядом сидит. Воительница под непроглядом сидит. Ух ты, а что-то у вас столько много вышло. Какой-то у вас тут гарем. Три женщины вышли. Императрица, воительница и колдунья. На воде тоже хотели почиститься, скинуть вам вот эту праздность, лень, чтобы вам ничего не хотелось, чтобы вы там кроватки полежали, и не было никаких у вас там идей. Вот. Все это тщательно скрывались, но маскарад вскрыт. Очень сильно они хотели, чтобы вы не знали, кто. Вот прямо сильно хотели. И тут они не хотели знать, что они работают со светлыми и темными. То есть здесь двуручники. Колдушка, воительница и императрица. Ну вот это два практика, получается. А это просто, может быть, заказчица. Как-то так тут. Интересно. Ага, бумеранги уже дошли. Они уже хотят снять в перевернутом виде. Они уже вот думают, как бы это снять. Тут еще какой-то мужчина замешанный. Темный груз к ним пришло. У них проблемы с обществом. Видите, она лжет, что она может гадать. Общество перевернуто очень тяжело. Она не может считывать вообще. То есть вот эти сути, которые были, ну, некоторые делают так темные, себе сути подселяют, они не помогают, они в перевернутом виде. Вы что-то как-то их убрали от нее. То есть, может, они и были ангелом-хранителями для нее. Вот ангелом-хранителями. И теперь она сидит и думает мрачные мысли. Почему-то все равно она. Главная женщина. Ну, она тут за господина. За мужчину какого-то. Она, может, с него хотела на вас перекинуть. Ну, тут за мужчину. Она ему хотела обновление сделать и катарсис. Тут мужчина не главный. Тут как-то так идет. А давайте еще на другой колладе хотела сказать. Колоде. Что за коллада? Что это слово такое? Я не знаю. Идет слово коллада. Может, коляда? Это было у вас на коляду сильное влияние. Что-то затушенное на коляду сделала. Вот так вот. Так. Что здесь? Что им идет? Вот. У вас тоже кровники? Ну, тогда первый вариант смотрите тоже. Ой-ой-ой-ой. С помощью бога Одина. Крадники идет слово. Хотела сказать кровники, крадники сильные делали вам. Прям крали у вас все. Идет слово крадники. Мне даже карты не надо раскладывать. Так, осознанный самообман. Ух ты, что-то свечка прямо. Осознанный самообман, у них что-то с головушкой. Что-то они... Ой, меня куда-то уносит. Ага. Сейчас, минутку, у меня какой-то поток. Тут что-то с головушкой. Прямо, не знаю, дикие проблемы. Тут они в зеркальных блоках сейчас. Ну, видите, вот я сейчас это ощущаю. У меня прям вообще какой-то глум. Куда бы они ни шли, да, там зеркало, там, в зеркальных блоках. И сумасшествие какое-то у них. Прям вообще меня прямо замедлило. Они уже делают отжиги. Им уже плохо, понимаете? То есть до этих дошло давно. Им уже не доверяют высшие силы, и они хотят уже это отвернуть, чтобы, блин, как так Один мне не помогает. Они долго верили, что он им помогает, осознанный самообман. Вмешательство. Так, дальше. С помощью хель они сейчас хотят отжиг делать.
Вот как-то, кстати, может, на полнолуние. Видите, я вам про бумеранги. Ну, знаете, что долгое время уже бумеранги эти действуют. Вот сейчас это вам предупреждение. Ну-ка, что сейчас буду делать? Мужчина. Мужчина, там все хреновенько. Мужчина письмо получил. Ну, короче, получили, что они были в таком глуме и обмане, оказывается. Вот, что это была игра, игра высших сил. Письмо получил, что, ну, да-да-да, так, сейчас что тут с временем. Ну, да ключи они не получали долгое время, а думали, что они в победе сидят. Да. Дальше давайте смотреть. Осознанный самообман. Здесь самая важная карта. Долго они в этом сидели. Угу. Воин, воин. Вот императрица и воин. Но, в принципе, тут, может быть, он, кстати, тоже может чем-то владеть, заниматься, но не так сильно, как эти две женщины. Знаете, там три женщины. У вас два практика и одна императрица. Какой раз? Она себя императрицей прям чувствует. Почему-то не другая карта выходит, не там королева кубковая. И он воин, он как у них или в подмастерьях, да, или же он раньше очень сильный маг был, но вы его обнулили, да. Или же он просто, ну как так, ходит с ними рядом, что-то там может. Ну, по-любому что-то воин, воин. Воин это всегда что-то. Так, у них сейчас ссора с ихними врагами. Они уже отчитку делают. Вот, возможно, сегодня-завтра, да? Ну, тут говорят, что не судьба им отчитать. Смешно. Видите, не судьба отчитать. Так, напарники. Понятно, что тут соседи. Вот, воздействие на голову, разрушительная зависимость. Тут прям вообще к ним вернулся. Вот это у вас так было. У вас мысли были плохие, разрушительные прям, чуть не в петлю, я вам говорю. У вас какое-то прям сумасшествие. Это было воздействие на голову. Представляете? Вот это им вернулось. То есть такие негативные мысли. Надеюсь, вам сейчас полегчало. Или вот на днях полегчает. Если, конечно, они... Надеюсь, что они не отчитают. Так, ну что-то серьезного, мне кажется, вряд ли тут дадут. Тут у вас защита, мне кажется, какая-то. Ну-ка, покажите. Вольт. Ну-ка, подождите. Вольт. Да, у вас тут защита. Я хотела спросить, защита есть? Тут огромная колода, одни порчи в основном. И карт защиты, ну, может, 5 от силы. И выпало на вас. Вы поставили круговую зеркальную руническую защиту. Вы молодцы. На того, чтобы вам вольты не смогли сделать. Они вам будут крутить вольт. У вас защита сейчас стоит. В данный момент пока стоит. Дальше посмотрим. Смотрите дальше мои расклады. Может, даже шорты буду вам скидывать. Так. Тут какие-то соседи-напарники. Видите, что выходит? Соседи не обязательно по дому. Соседи по бизнесу. Соседи, любые соседи, да? Сидите на работе, работаете. Два разных офиса и вот с другого офиса какие-то конкуренты, да? Соседи в чем-то. То есть в одной фирме работаете, на одной работе. Я не знаю, смотрите. А могут в прямом виде соседи. Видите, это вот напарники с императрицей. Главная императрица, остальные напарники. Ну вот, значит, он может быть учеником, этот воин. Вот. И, возможно, еще вот такая идет информация, что вы этого, я говорю, еще раз повторюсь, обнулили, да, мужика. И они сейчас за этого мужика мстят. Так, а у вас тоже кровники выходили? Кровники соседи. Ну, кто-то прям в одном доме живет, например, первая половина, а во второй. Ну, или даже, может быть, знаете, как проиграться? Соседи может еще проиграться. В одном городе живете вместе, да? Это тоже может проиграться. Не обязательно там в одном доме. Вот. Потому что бывает же по-разному. Так, ух ты. Так. Ну, тут говорят, что инквизиция невиновного произошло. Сейчас для них расплата. Они делали очень сильную грязь. Прям грязь. Именно в плане визуализации
У вас с мафлоками работали. Именно вот реально на голову вам влияли. Визуализации, чтобы вам не приходили хорошие идеи. Может быть, даже творческая порча тут может проявляться, да? Им пошло все обратно по роду. С их Лилит, какой мы... Они обращались к ней, с ней уже и пошли. Там Хель, Лилит, это, в принципе, одно и то же. Вон там. Так, у вас сейчас вот помощь хранителей и помощь богов. Представляете? Это они как бы передали породу дальше туда. Назад все с вас сняли. Хранители и боги. Боги вот эти вот такие вот. Видите, руны, да, так как у вас руническая защита. Боги скандинавские там разные. Так, отказ. Ой, кармический палач это ваш был. Вы знаете, некоторые уже не хотят. Они понимают, что надо делать чистку, этот отказ от работы, знаете, почему идет? Что уже кто-то уже надоело с вами. Вот в этот раз вы сильно их поперекрыли, но это был ваш кармический палач. Так надо было, я не знаю, если вы практики, то это для повышения вашего уровня. Если вы, ну, как обычный человек, то это вот для чего-то, чтобы вы, может быть, начали ценить жизнь, блин, ценить там работу, на которой вы работаете, понимаете? То есть после, как у вас пойдут улучшения, вы прям так воспрянете духом так и станете сильнее. Все вот эти вот, запомните, не знаю почему, именно я на вашем варианте говорю. Все вот эти вот нападения, это неплохо на самом деле. Это, да, вы пострадали немножко, но вы стали сильнее, вы стали, как вам еще, прокачаннее, хочется сказать. Потому что кому-то именно на работу влияли. Ну, тут кармические вещи, это на все ресурсы, понимаете? И не показано, что прям определенная любовь. Тут какие-то 3 бабы и мужик. Так, еще пару карт. Так, это о чем? Ох, злится ваш враг. Ой-ой-ой, он делал эту порчу на перекрестке. Вот, тут с вольтами что-то связано. У вас важное, он, враг ваш, именно вольтами. Специалист по вольтам делать. Делал инвальтирование, то есть убирал эти вольты. Может быть, вы специалист, понимаете? На перекрестке с Анубисом не получилось злиться. Вот так вот он злится. В бешенстве просто ваш враг. В бешенстве. Еще мне хочется на красненькой что-то одно. Что-то ему еще вот отсюда пошло. О! Я же говорю, недомаг. Я говорю, тут эти практики недомаги теперь. Они в шоке. Как так? Наши работы не идут. Вороном притворяется, предсказателям магам, блоки им идут. Магия. Тут все по магии. То есть по магии они полностью перекрыты. И они могут это скрывать. Понимаете? Вот вы, может, кто-то говорит, что вот бумеранги не пошли, я не вижу. Они скрывают. Что у них все хорошо, все замечательно. Но люди поймут, там было написано, общество отвернется, какие-то люди со временем. Ну, пока что вот замечательно. Так, что к вам идет, давайте. Затянули уже, чтобы вам... Так, а мы вот эти карты не посмотрели. Это же у нас о враге, да? Это Таро. Просто давно на них не гадала, но оно такое красивое. О, тоже император тут. Император дурак. Представляете? Император дурак. Оказались в дурачках, как там, та-та-та-та-та-та-там. Ой, вообще. Тут он договора не может заключать. То есть император тоже. Тут про императора это, он тоже мало. Тут у вас Ковен, короче, про который я гадала предыдущий, это Ковен. Все, колесница его не едет, так как он в дураках. Тут что-то... Колесница это может быть про двуручность намек. Что двуручество его заканчивается. Вот. То есть, если вдруг он и будет чиститься, то он уже и сможет что-то одно вернуть. Полностью магию, ту, в которую он владел, не сможет. Как-то об этом идет. Так, почему-то я с этого... Ну, ладно. Так. Что тут? Какой-то совет. Ой, вам тут совет отдохнуть уже наконец-таки. Идеи, приходящие в процессе медитации. Вам нужно больше спать или взять отпуск. Старайтесь снять стресс. Ну, может, кто-то сейчас весной да поедет. Возьмет путевку в Доминикану. Я не знаю. Ну, кто-то реально
так сама Вселенная подстроит, что кто-то уже купил путевку и уже поехал. Ну, то есть попробуйте отдохнуть от этих всех забот. Просто на несколько дней, ну вот сейчас у нас выходные, да, просто на природу отдохните, это вам совет. Перезагрузитесь, скоро будут хорошие известия. Так, четверка Рила. К вам стабильность идет. Отдавая, вы одновременно получаете, понимаете, сопротивление переменам, крайняя скупость или расточительство. То есть тут вам говорят о чем? Ну, я не буду в эти слова внедряться, я скажу свое. Это карта стабильности, да? То есть к вам идет стабильность. Но тут указание на том, не сопротивляйтесь переменам. Если сейчас вот, например, знаете, бывает такое, уволили с работы, вы подумаете, опять на работу влиять. Нет, это может быть то, что вам дают шанс устроиться на более лучшую работу, где будут более лучшие деньги платить, понимаете? Это я вот как минимум один пример привела. А так может быть все, что угодно. Бывает перемен, не сопротивляйтесь. Что-то новое к вам идет, к нам идет. То есть не к вам одно. Если я сказала, что к нам, ну, ко мне, значит, тоже. Надеюсь. Вот. И вы не одна. Возможно, это полностью вашей семьи. Перезагрузка вашей всей семьи. Возможно, вы чистили не только себя. Потому что к нам это не только к вам одно идет. Так что не сопротивляйтесь переменам, что-то идет. Что приведет вас к стабильности. Так, шестерка Михаила, ну, вообще это карта передвижений, да, тоже. Свет в конце туннеля. Облегченно вздохните и стройте новые планы. Переезд или путешествие? Ну да, как я говорю, карта переезд, путешествие. Может быть, кто-то наконец-таки там хотел там, не буду говорить куда, в хорошие места переехать. Вот. Кто-то, может, наоборот, вернется на родину. Кто его знает? Может быть, сейчас, кстати, будет что-то хорошее, и кто-то вернется. Вы поняли, про что я, да? И у вас уже какая-то стабильность появится. Да, кстати, может быть. Потому что есть очень большой шанс, я не хотела об этом говорить, но что скоро все закончится. Но это только шанс, не знаю, возьмет они на заметку там, вверху, то возьмут. Но все может быть в этом плане. Ну, кто-то просто переедет в другой город, кстати, работу вам предложат в другом городе, и все, и вы поедете. Ну, это образно говорю. Но это какие-то переезды, прям конкретные перемены. Путешествия, кстати. Путешествия, это вот кто-то сейчас в отпуск поедет. Ну, у кого-то совсем, если совсем ничего там, ну... Это просто карта, что сейчас кто-то хорошо отдохнет на выходных. Может быть, какой-то там праздник будет. Что-то такого плана. Вот. Ждите, ждите. А что-то я эти карты перевернутым не читаю. Девочки мои, давайте я в прямом положу, чтобы у вас прям все исполнилось. Смотрите, тут вам говорят, что после вот этих вот чисток, это прям карта чисток. Ссор, склоков, конкуренты, может, влияли, бизнес у кого-то. У вас или у ваших детей и внуков. Понимаете? Не обязательно. Вы же чистили всю семью. Вы что-то вот очень... Тут говорится о том... кладбище идет. Кладбищенские порчи чистили. Хочу одно слово сказать, у меня другие идут. Как это называется? Ну, бывает. Вот. Ну, короче, с дна колодца вы что-то достали, какую-то очень такую необычную порчу, которая вас именно реально стопорила и держала. Вы что-то тайное прям почистили. Которое прямо... Кто-то, может, род чистил, да? Вот передано по роду, передали. Вот прямо до 12 колена, и что-то с 12 колена почистили. Вот тут даже карта предков. Что-то родовое вы почистили. И у вас теперь идет улучшение. Понимаете? Благословление рода, благословление предков, защита, возможно. Становится, может, у вас не было связи с родом, понимаете? Укрепление. Также рост вашего благосостояния. Тут вот так вот идет. Ну, вообще замечательно. Я вас очень сильно поздравляю. Вы молодцы. Посмотрим, что дальше будет. Ну, в данный момент они вон вообще перекрыты.
Так что вдруг, если я буду делать на магию, не знаю, вы уже тогда подумайте, что, может быть, это прошлое ваше показывают, да? Сильно тогда к себе не привлекать. Если это не ваше, то другой вариант посмотрите. Ух ты! Рыцарь. Тут тоже поездка. Но мне идет не поездка. Здесь идет о том, что вот этот рыцарь убегает прямо от вас. Убегает далеко-далеко. Прямо вот он отшельник. Он, кстати, этот рыцарь куда-то в отшельничество уйдет, я не знаю. Куда-то он... Ему будет плохо, и он уедет в далекие края. Вот этот вот мужчина. Он как-то отстранится от людей, я не знаю. Может, он вообще в попом церковь уйдет. Ну, как-то так. Тут вам говорят. А у вас тут вы идете в счастье, в любовь. Вот 4 кубков, вы страдали. Именно эмоционально. Кубки – это эмоции. Вам очень плохо было. Вы все ждали, ждали, когда. Да сколько можно, ну, как всегда, да. Потом бах, щелчок, и все замечательно. 10 кубков вас ждет. Также это поддержка рода. У вас прямо сейчас родовая защита становится очень хорошая. Также обозначает улучшение в семье, у кого есть семья. Но не с теми кровниками, которые вас, а вот с ближними. Также кто-то любовь найдет. Вот тут вот 10 кубков, какой-то, ну, я не знаю. Ощущение будет такой радости, я не знаю, такого полета. Как-то так. 10 кубков, и когда человек очень сильно рад, он прямо на 7 небе. Вот интересно, а почему? Какую колоду мне взять? Вот прямо хочется узнать. Угу. А давайте вот это. Что-то мне вот это засветилось. У кого-то. Ух ты. Вы знаете, у кого-то будет... Он будет сильно рад, что все-таки вы вышли за пределы какого-то... Ну, не ум. Не ум. То есть вы в данный момент сейчас станете думать уже не умом. То есть там вот это логически, это вот это. То, что вы центрированность какая-то у вас появилась, понимаете? Вы на чем-то сосредоточитесь, как вам сказать, вы просто, это за то, что вы раскаялись в чем-то. Это была такая игра. Вот это вот вам, знаете почему? Только в этом варианте вам. Вот эта игра была, вот это все нападение, для того, чтобы вы, во-первых, повысили свой уровень, да, перешли, вот как-то вот в сознании вы перейдете на какой-то другой уровень, понимаете? Выйдете за пределы. Ну, то есть, ну, если кто-то не понимает, я понимаю, что многие поняли, есть там поесть, поспать, кто-то думает, да, кто-то задает вопросы. Именно из-за того, что вы задавали вопросы, почему, за что, как, вы в этом долго копались, вот это вы раскаялись, во-первых, кто-то понял, что он что-то сам не так делает, вот прямо реально. Раскаялись, молились и вас услышали. Вот тут говорится о том, что вас услышали, поэтому вы прямо... Вы ценность теперь приобрели для рода, кстати, вот она. Ой, меня аж прямо холод такой, да, прямо для... Холод – это когда умершие. Вы ценность для рода. Еще раз меня вознул. Это 100%. Раньше они сомневались. Знаете, для того, чтобы род стал на защиту, я вам еще раз скажу, вы должны что-то из себя представлять. Вот многие говорят, вот, типа того... Они за мной горой, они меня должны защищать, там духи рода. С чего вы взяли? У очень многих нет защиты, потому что, например, вы что-то сделали для рода. Если что-то сделали, хорошо. Есть люди, которые ничего не сделали, к примеру, даже. Как минимум ребенка не родили, да, там, ну, кому-то там по судьбе, кому не по судьбе. Какие-то не проработали. Вот ты, вот не знаю, вот тут идет, что вы что-то проработали в себе. Вы как-то по-другому на жизнь стали смотреть. Вышли за свои рамки, и вы теперь ценны для рода. Показали, что из тех кровников вы лучший, вы лучшие, и что вам нужна защита, а не им. О, свечка прям.
Замечательно, вы молодцы. Уникальность. Вообще, ну как так вообще? Вы уникальны. Вы показали, что вы уникальны из вашего рода. То есть кровники недостойны этой помощи. Кстати, так, они, кстати, могли быть отрезаны от рода. Им передано по роду то, что они хотели, вам навеивали, да? И вот тут идет, возможно, они прям отрезаны от рода. Потому что чтобы к вам все это пришло, надо кого-то отрезать, так как бы, ну как бы так. Ну все, мои солнышки, это самые лучшие карты, которые могут, я не знаю, я хочу еще вас чем-то порадовать, еще одну карту. Ух ты, это для вас это была пятерка Гавриила. Испытания, с которыми вы можете справиться, это были. Это вам отрешитесь от чужих драм, будьте терпеливы к себе и окружающим. То есть это были испытания, это была специальная игра, с которой вы могли справиться. Высшие силы вам это дали, чтобы вы стали сильнее. А отрешитесь от чужих драм, сейчас все уже откиньте, все. Идите в новое, я вам скажу. Идите уже, идите, пока-пока, все. Ставьте лайки, пишите комментарии. До новых встреч.